Мы в Аргентине, в Мар-дель-Плате. Я пытался продавать пирожки в Аргентине. Расскажу, как это было. Рожали мы в государственном роддоме в Матерна. Приезжайте, нужно обязательно побывать в Аргентине. Как мы тут оказались? Иммигранты выбирают Аргентину по целому ряду причин. Это и экономические возможности, и лучшее качество жизни, и возможность познакомиться с новой культурой. Давайте рассмотрим другие основные причины выбора Аргентины для иммиграции. Для тех, кто попал на канал впервые, меня зовут Даша. С 2017 года я живу в Латинской Америке, говорю на испанском языке, понимаю специфику менталитета местных, ориентируюсь в вопросах недвижимости. Каждый месяц с моим участием более 60 семей обретают в Аргентине свой новый дом. На этом канале я рассказываю о самых волнующих вопросах, связанных с переездом в Аргентину. Это получение ВНЖ и гражданства, аренда квартир и инвестиционная покупка недвижимости. Так как со мной часто консультируются и те, кто готовится к переезду, и те, кто уже давно проживает в стране, то наиболее часто задаваемые вопросы я классифицирую по темам и на их основании формирую сценарий своих выпусков, чтобы самая актуальная информация стала доступна каждому. Таким образом, основные тематики выпусков на канале посвящены: первое – подготовке к переезду и процедуре получения ВНЖ. Тогда для таких выпусков я получаю консультации русскоговорящей команды юристов, специализирующейся на миграционных вопросах. Плюс привлекаю аргентинских адвокатов и экономистов. Мы разбираем кейсы и содержание миграционных процедур. Второе. Выпуски на тему арендной недвижимости. Также в помощь каждому телеграм-канал, где я размещаю результаты работы своей команды по заселению в квартиры, найденные под индивидуальные критерии и бюджет. В окошке «Поиск» внутри канала по хэштегу «Отзывы» и хэштегу «Наши новоселы» каждый сможет ознакомиться с результатами. А еще в канале есть некоторые свободные варианты квартир, чтобы вам было удобно сориентироваться по ценам и условиям на объекты, отсмотренные нами на просмотрах для других семей. Третье. Выпуски по вопросам инвестиций в недвижимость. Я разбираю особенности сделок купли-продажи земли, квартиры или дома. Для того, чтобы связаться со мной, используйте контакты в описании под видео. Свежие выпуски с актуальными новостями и разборами кейсов на канале «Аргентина на каблуках». Нажмите на кнопку «Подписаться на канал» и на колокольчик, чтобы не пропустить. К настоящему дню я посетила 32 страны, включая США, Индонезию, Европу, страны Латинской Америки, и в некоторых из них я жила более 6 месяцев. Многие мои друзья живут за рубежом, и я интересуюсь особенностями их жизни и отличиями от жизни в Аргентине. Почему? Потому что стараюсь быть в контексте и иметь широкий взгляд на вещи. Совершенно очевидно, что семьи с постоянным пассивным источником дохода, который дает возможности выбрать, по сути, почти любую страну для жизни, будут важны одни факторы. А для семьи без значительной подушки безопасности и удаленной работы – другие факторы. В этом видео я познакомлю вас с семьей из 10 человек, которая переехала в Аргентину в город Мар-дель-Плата. И мы обсудим ключевые причины, по которым семья выбрала Аргентину, и услышим их впечатления от переезда. Итак, что мы знаем про Аргентину? Аргентина славится своим разнообразным населением, и многие иммигранты приезжают в страну, чтобы присоединиться к ее ярким и гостеприимным сообществам. Многие мотивы включают в себя природную красоту, доступ к образованию и здравоохранению мирового класса, а также яркую сцену искусства и культуры.
И это не новость. Данные об иммиграции в Аргентину за последние 100 лет показывают, что были большие периоды миграции. Первый – Великая европейская миграция с 1918 по 1930-е годы. В этот период произошла крупномасштабная миграция европейцев в Аргентину, в первую очередь из Испании, Италии и Германии. Вторая – это ближневосточная миграция. С 1930 по 1960-е годы евреи и ливанские мигранты, спасающиеся от войны и преследований в своих родных странах, в больших количествах приезжали в Аргентину. Третье – миграция Южного конуса, 1960-е годы по настоящее время. Это приток людей из стран Латинской Америки, таких как Боливия, Парагвай, Колумбия, Венесуэла и Перу. И в последние несколько лет активная миграция из России, Украины и Белоруссии. Аргентина не имела стабильного экономического роста на протяжении более 10 лет. И несмотря на это, каждый год сюда приезжают сотни тысяч мигрантов, чтобы начать новую жизнь. Согласно последним данным Национального реестра лиц, из более чем 46 миллионов человек, проживающих в Аргентине, более 3 миллионов являются иностранцами с постоянным местом жительства в Аргентине. Эта цифра, составляющая примерно 6,5% населения страны, не включает незарегистрированных иммигрантов, поэтому предполагается, что их число может быть намного выше. Я сформировала для себя основные 5 причин, по которым выбирают Аргентину для переезда. Первое. Удаленность от центров мировых конфликтов. Аргентина практически не знает террористических и военных угроз. 2 крупнейших теракта за всю историю Аргентины состоялись в 1992 и 1994 годах и затронули посольство и культурный центр Израиля. В качестве иллюстрации безопасности в стране можно привести процедуру досмотра в аэропортах Аргентины, где вас не заставляют разуваться и не изымают жидкости из ручной клади, будь то питьевая вода или даже вино, купленное за пределами аэропорта. Удаленность от стран Ближнего Востока и Африки сводит показатели миграции из этих регионов практически к нулю. Второе. Относительно низкая стоимость жизни. Сюда входит качественная и относительно недорогая еда. По сравнению с другими популярными странами для переезда – Турция, Кипр, США, Европа, Эмираты – в Аргентине качественная, разнообразная и недорогая стоимость продуктов. Даже с учетом повышения цен в декабре 2023 года. На текущий момент времени, март 2024 года, стоимость продуктов плюс-минус соответствует стоимости продуктов питания в России. Аргентина известна всему миру своим вкуснейшим мясом, овощами и фруктами, доступными круглый год, недорогим и превосходным вином. Сравнение с эквивалентной жизнью в Соединенных Штатах Америки будет примерно на 50-60% ниже. Ориентировочно стоимость аренды жилья может быть на 75% ниже, чем эквивалентная в США. Кстати, если вы еще не видели мои выпуски на канале о том, как снять квартиру самостоятельно, или о том, как подобрать квартиру в аренду для семьи с детьми, приглашаю вас посмотреть эти выпуски на канале «Аргентина на каблуках». Питание вне дома, алкогольные напитки, общественный транспорт, развлекательные мероприятия и многое другое будут дешевле, чем в большинстве стран. Вы можете вести гораздо более богатый образ жизни, живя в Аргентине, за меньшую цену, чем эквивалентная цена за границей. Импортные товары, включая модную одежду и электротовары, являются исключением из нормы. Слабое песо и государственные импортные пошлины означают более высокие относительные цены на эти товары. Многие выбирают Аргентину, чтобы получить отличное и доступное медицинское обслуживание. Любой человек имеет право на доступ к базовому образованию, государственному здравоохранению и правосудию, независимо от его иммиграционного статуса. Многие аргентинские медицинские работники прошли обучение за рубежом и предоставляют услуги мирового класса.
Многие госпитали предлагают все услуги, которые вы ожидаете найти в США или Европе, по ценам, которые значительно ниже американских или европейских. Третье. Перспективы жизни в Аргентине. Стоимость недвижимости упала в результате политических и экономических проблем за последние несколько лет. Сейчас хорошее время для покупки недвижимости в Аргентине. Для тех, кто смотрит это видео с экрана компьютера, сейчас станет доступна всплывающая ссылка в правом верхнем окне на мои видео на тему покупки недвижимости в Аргентине. У меня есть несколько видео, посвященных покупке квартиры в Буэнос-Айресе и покупке земли. Ну а если вы смотрите это видео с телефона, то вы можете просто вручную найти эти видео на канале «Аргентина на каблуках». Итак, вернемся к перспективам. Многие специалисты оценивают Аргентину с точки зрения безопасности ведения бизнеса и низкой конкуренции. В своем развитии аргентинская бизнес-среда похожа на российскую в середине или конце 90-х. На рынке товаров и услуг огромное количество незанятых ниш, либо занятых, но работающих в условиях полного отсутствия конкуренции. Аргентинцы работают не спеша, качество сервиса почти никогда не является достаточно важным для владельцев любого аргентинского бизнеса, и русскоязычные иммигранты очень успешны в сферах технологичного и торгового бизнеса, а также в строительстве и импортно-экспортных операциях. Итак, мы рассмотрели 3 причины выбора Аргентины для переезда. Следующие видео на моем канале выйдут на тему актуальных цен в стране, изменений после выборов президента и рекомендаций о том, как подготовиться к прилету и что взять с собой. Чтобы не пропустить следующие выходы, прямо сейчас подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Возвращаемся к 4-й причине выбора Аргентины для иммиграции. 4. Доступность туризма и его разнообразие. Вы скажете, а вообще это важный критерий? Когда переезжаешь в страну и в первую очередь заботят жизненно важные вопросы, то туризм, отходит на второй план. Однако в первых 3 блоках я уже назвала безопасность за счет удаленности от мировых конфликтов, относительно низкую стоимость жизни при высоком качестве и привлекательные перспективы в будущем. Это уже немало, но дальше больше. Тем более мы стараемся держать в уме другие страны, которые часто выбирают для переезда: Кипр, Турцию, Бали, Эмираты. И если взять во внимание возможное закрытие границ и повторение событий в пандемию, то вот тут-то география и размеры страны начинают играть немаловажную роль. Если в ряде других стран многие чувствовали себя заблокированно на малой территории, а проживая сейчас на островах или в небольших странах, испытывают желание смены впечатлений, что предполагает вылет в другие страны, то Аргентина располагает разнообразием климатических зон и природных красот. По всей Аргентине вы можете найти и пустыни, и горы, и реки, и озера, и джунгли, и шумные городские центры. Среди моих видео есть выпуски из Патагонии, где я показала ледники, из Ушуаи и с Атлантического побережья. 5. Жизнь в Аргентине – это разнообразие. Буэнос-Айрес и Аргентина предлагают широкий спектр мероприятий. Обратите внимание на концерты, театры, кинотеатры, парки, моду и магазины. Как в любом мегаполисе и современной столице, здесь проходят концерты мировых звезд, профильные выставки и конгрессы, выступления топовых мировых спикеров. Вы и ваши дети могут заниматься любым видом спорта, привычным для столицы и города, из которого вы переехали в Аргентину, включая редкие: конное поло, гольф, картинг, хоккей на траве, парусный спорт, доступный круглый год, между прочим, горнолыжный спорт, серфинг. И это лишь часть. Здесь созданы исключительные спортивные условия как для участника, так и для зрителя.
Привет. Где мы? Мы в Аргентине, в Мар-дель-Плате. Как вы здесь оказались? Как мы тут оказались? Интересный вопрос. Вообще мы верующая семья и верим в Бога, в Иисуса Христа. Вот, и было откровение, у нас было понимание, что нам нужно сюда приехать и для того, чтобы служить людям, чтобы помогать здесь. И поэтому мы не сразу же решились на это, чтобы взять просто и купить билеты и приехать. Было очень много испытаний в России. Так как моя в основном семья здесь собралась, у Гоши семья в России осталась, нас много тормозили, говорили, зачем вы туда поедете, очень много страхов было, что нас здесь ждет. Мы совершенно не знали языка, не знали, куда мы едем, что мы тут будем делать, как это все, перелет. Гоша ни разу за границей вообще не был. Первый перелет на самолете, сколько? 28 часов мы летели сюда вдвоем, и было, конечно, так интересно, сложновато, вот, но мы приехали, и сейчас, вот спустя 4 месяца жизни, понимаем, для чего мы тут, что Господь дает и людей, и объединяет нашу семью, потому что мы были из разных уголков России, собрались здесь все вместе. Я пытался продавать пирожки в Аргентине. Расскажу, как это было. Моя семья, женская половина семьи, готовила пирожки, производила. Они были с капустой и с картошкой. Вот, и я ходил, продавал, сначала мне вообще было, неохота, страшно, непонятно, плюсом я не понимаю испанский, нужно как-то продавать пирожки, и, вообще не понимал, как это делать. Вот, подходил, невзначай так говорил, я говорил, руссо-пирожок, и просто показывал. Все, они, им интересно, русский пирожок, прям доставкой на пляж, прям в руки вам, что-то интересное. И, они с радостью, с радостью, иногда покупали, да. Вот, и, самое лучшее, это когда я продал 10 пирожков, это было вообще великолепно. Я тогда продавал с репошей и папа. Вот, и, они, брали, да, бывало по 4, по 5 штук за раз. Это было хорошо. Но самое интересное то, что бизнес мой недолго длился, пока не запретили мне вход на платную часть пляжа. Я заходил на платную, очевидно, что там побольше денег у людей, потому что платное, там у них в карманах, потому что нужно же платить за это место как-то. Вот, и я похожу, там продаю пирожки, и мне подходит и говорит какой-то мужчина непонятный, я не понял, кто он вообще. Он подходит и говорит, ба-ба-ба, ладно, что-то говорит на испанском, я ничего не понимаю. Я подумал то, что, наверное, ему пирожки мои не понравились или что-то. Но я ему не продавал или продавал, не помню. Вот, не понял, что он хочет от меня, пошел дальше. Ладно, просто послушал, покивал головой, я ничего не понимаю, ушел дальше. И потом продаю пирожки, у меня их берут, и вижу, он бежит сзади вдогонку за мной, несется, я вообще не понимаю, что происходит. Он меня хватает за руку и что-то опять начинает говорить. Он говорит то, что плая, я так понимаю то, что ты не можешь находиться на платном пляже, иди на бесплатный и там продавай. Тут ты не можешь продавать. И все, и бизнес на этом мой накрылся, меня выгнали с платного пляжа, и на бесплатном, неохотно люди берут, потому что они без денег приходят, и им просто хочется поплавать, позагорать, вот, и, вот так вот мой бизнес пирожочный закрылся, в принципе, из-за того, что мне запретили вход. Какие у вас впечатления об Аргентине? И вообще были ли какие-то ожидания? И если были, то какие, оправдались они или нет? Сначала мы приехали сюда, особо разницы как-то не почувствовали, потому что мы жили в России, тоже там Саратовская область, Липецкая область, плюс-минус такие же дороги, это, такая же инфраструктура. Конечно, да, деревья там интересные, есть птицы. На фотографиях смотрели перед тем, как приехать сюда, но как-то особо разницы Ожиданий не чувствовалось. особо никаких даже не было, вот. Знали, что тут всегда тепло. Единственное, вот сейчас лето закончилось и начало холодать, и это не очень. Ну ничего, все равно не будет такого холода, как в России. Да. Нормально. Так, сейчас, конечно, больше открывается эта страна, этот город. Удивительно, что постоянно что-то цветет здесь. Идешь, цветы одни, потом другие, деревья, птицы, вот это все. Конечно, интересно, красиво очень. Какие у вас впечатления об аргентинцах, о людях, которые здесь живут? Очень общительные, добрые. Мы пока что язык не знаем, поэтому не можем
какой-то на уровне языка сказать, вот, но очень общительны они, если что-то даже, что мы знаем, фразу спрашиваешь, они тебе столько предложений выдадут, что ты вообще теряешься, что они хотят или, ну, очень общительные. Ну, для меня сначала было такое, что иностранцы — это вообще какие-то другие люди, не знаем язык, как инопланетяне в другой мир, едем на другой край света, что нас ждет. Конечно, было много страхов, вопросов, но когда мы сюда приехали, зашли в магазин, сказали «un kilo de pan, por favor», все, сразу же какой-то страх пропал. И то, чего я боялась в России, там подойти в магазине там, или что-то спросить, тут вообще такого страха нет, на ломаном испанском что-то говоришь, что-то пытаешься сказать им, и они понимают и улыбаются, радостные такие. Ну, это удивительно, конечно. Теперь ты ходишь в эту школу. Да, Тебе нравится? да. У тебя много друзей там? Ну, там есть русская девочка Варя, и я еще подружилась с одной испанской девочкой. И как тебе больше нравится? Как тебе испанские или аргентинские девочки? Тебе интересно с ними? Да, мы играем с ними, я уже могу их понимать, а раньше вообще не понимала. Как быстро ты научилась их понимать? Через сколько? Через месяц примерно? Нет, не через месяц, через неделю. Ну, еще неделя не прошло. Привет! Привет! Оля! Что, у вас аргентинка на руках? Конечно. Это наша Эва. Да, это наша доченька, она родилась у нас уже в Мар-дель-Пляте 7 января, ей сегодня 2 месяца, ну, на момент съемок. Да. Мы прилетели в Аргентину, будучи на 30-й неделе беременности. Перелет прошел успешно, не было никаких трудностей. Ну, единственное, затекали ноги в полете, потому что было не прилечь, а приходилось сидеть столь долгое время. Вот. Рожали мы в государственном роддоме в Матерна. Муж все время был со мной на родах, разрешили и мужа, и переводчицу. Отношение было прекрасное у врачей, у персонала. Конечно, все закончилось в итоге кесаревым, ну, ничего страшного. Как только дочку вытащили, ее сразу отдали мужу, мне только показали издалека. Он пошел с ней что-то там измерять, да, ее взвешивать. Взвешивать, замерять, да, и мне ее дали на ручки. И потом я уже пришел к маме, получается, к жене своей. Да, и потом мне привезли нашу доченьку. Так как у меня была операция, мне было тяжело вставать, брать ее на руки, и мы попросили, чтобы со мной была мама. Мама была со мной целый день и всю ночь, помогала, нянчила Евочку, передавала мне. Ну, спасибо большое врачам за такую возможность. Их было очень много, ходили каждый час, человек по 5. То есть такой поток врачей, что мы даже не успевали запоминать их лица, запоминать, как их зовут. И приходили и детские врачи, и гинекологи. И, ну, единственное, не понравилось, что посреди ночи включали свет и спрашивали, ну как, все хорошо? Ну, мы говорили, да, но было бы неплохо, если бы вы нас не будили. Потому что 3 ребенка, кто-нибудь кричит, по цепной реакции начинают кричать другие, только успокаиваются, и тут приходят врачи. Ну ничего, это мелочи жизни, так сказать. А выписали нас уже на 2-й день. Здесь очень быстро выписывают. Мы пошли делать документы сразу же, подали Евочке на ДНИ. И спустя сколько? 5 Да, спустя 5 дней, 5 да, дней, да, нам уже принесли я ее когда документ. пошел куда-то, случайно вообще я выхожу, и стоит мужчина с мотоцикла, хлопает в ладоши, я думаю, что ему надо. Подхожу, а он тоже на испанском, я думал, хозяйки привезли какую-то почту, может, или еще что-то. Я вышел, спрашиваю, я говорю, ну, я могу забрать. Он мне пока, а я смотрю, там ДНИ уже дочки. И получается, вот так вот получилось, что я вышел случайно, и нам привезли ДНИ. Да, хотелось бы отметить, что в роддоме не ощущался языковой барьер, все очень приветливо относятся. С переводчиком, с помощью Google переводчика прекрасно можно с ними общаться. Они идут очень хорошо на контакт, и даже под утро у меня разрядился телефон, не было возможности зарядить. Они приходили со своим переводчиком, по смене передавали друг другу, что я из России, что я не говорю по-испански, и снисходительно относились терпеливо к тому, что
Бывало, я им не могу что-то объяснить или их понять, они все пытались показать, изобразить, то есть, ну, пусть это вас не пугает, если вы планируете ехать рожать в Аргентину, не зная языка, но желательно, конечно, выучить это, значительно Хотя бы облегчит ходовые жизнь. фразы, да, Да. 100%. Еще история о том, что когда мы собирались сюда ехать, много кто говорил, что тут, к примеру, нету или детских товаров, или каких-то, в принципе, товаров. Ну, наверное, больше связано это с детскими товарами. И, получается, мы ехали вот с Любушкой. У нас было, 2 больших чемодана наши забиты, вот, и оставалось место. Ну, и мы подумали, что написать в чат и кому-то еще что привезти. И получилось, что мы везли 2 чемодана, забитых детскими товарами, там всякие памперсы, игрушки для собак даже кто-то попросил, какую-то резинку просто привезти из России. Вот. Единственное, что мы везли еще как бы детские книги русские, это ладно, да, как бы тут такого вряд ли найдешь. Ну а в плане, что многие говорят, что тут, к примеру, чего-то нету с детским, что связано, вот, на самом деле оказалось, что мы здесь вот поехали по магазинам, и все это, в принципе, есть, потому что большой выбор, на самом деле, даже памперсы, детские одежды. Возможно, если хотеть больше лучшего качества, то, да, это будет немного дороже, чем в России, но, в принципе, все это здесь есть, и довольно-таки хороший выбор. И еще даже такой момент, что говорили, что тут гречки, в принципе, нету, ну, как в России такая, какую мы любим, привыкли, вот. А недавно мы гуляли, зашли в магазин диетика, ну, всякие полезные товары, там, крупы, все такое, и нашли даже гречку, то есть даже такой товар тут можно найти, если искать. Да, на самом деле прям вообще страшали, что вы тут не найдете нормальной одежды, нет обуви, все дорогое, везите с собой. Мы все это собирали, везли и для людей везли памперсы, гречку, чай, еще что-то. А тут приехали, поехали просто в магазин какой-то большой, и там все есть. И плюс-минус цены такие же, как в России. Может быть, на какие-то товары подороже, на некоторые товары наоборот дешевле. Поэтому, в принципе, не надо вот так загоняться, что-то там дефицит, надо везти все с собой, все здесь есть, абсолютно все. И еще что, если брать, к примеру, какую-то брендовую одежду, там кроссовки, Adidas, Nike, к примеру, в России сейчас, сложно это где-то купить, найти, потому что санкции и все вот эти моменты. А здесь, в принципе, есть магазины, где можно нормальные кроссовки в районе 5000 купить рублей. И, как бы, намного выгоднее, чем в России сейчас это. Я еще вспомнила одну историю. До этого мы жили в Сочи 3 месяца. И там, когда мы приходили на море, на пляж, все шезлонги, все вот это вот, там зонтик, все это было платное в России. Сюда мы пришли и были удивлены, что, вот здесь вот прям зона была под рекламой Coca-Cola, Sprite, и там были бесплатные шезлонги, можно было занять, целый день лежать, отдыхать. И плюс, на удивление, приходили и раздавали воду бесплатно тоже. Холодную. Холодненькую, прям предлагали, 2-3 бутылки можно было взять. То, чего в России вообще никогда там не было. Потом проходили компании Pantene, DAF, еще какие-то пробники, что-то давали. То есть тут, тоже так было удивительно, что ты лежишь на пляже, думаешь, холодненькой водички, и тут тебе к шезлонгу бесплатно ее приносят и дают. Это прям для нас, мы так удивлены были и так радостны. Было прям здорово вообще. Какие вещи вы бы рекомендовали предусмотреть тем, кто летит, в том числе там рожать сюда, которые, может быть, вы, возможно, не предусмотрели или поняли, что вот здорово было бы там еще там что-то докупить там или там запланировать заранее, там что-то изучить? Я бы посоветовала привезти для ребенка вещи, потому что здесь есть это все, но это нужно знать места, нужно ездить и искать, выбирать, и не везде хорошее качество, и не везде приятные цены, да. Да, в России в этом плане как-то попроще, очень большое многообразие всего-всего на маркетплейсах, и поэтому это значительно упростит жизнь. Да, ребенку вещи для себя, что-то в роддом. А так, если ничего нет, то здесь все есть, и также в роддоме все вам дадут, если у вас чего-то вдруг не оказалось, или какие-то срочные роды вас привезли без вещей, без всего. Так что да.
А если примерно по ценам? Вот кто-то, ну, какая-то семья планирует переезд в Мар-дель-Плата из Буэнос-Айреса, либо наоборот прилет сразу же из России уже сюда, в Мар-дель-Плата. Какие примерно расходы их ждут? Сколько там в среднем там на еду будет уходить, на развлечения, на проживание, на аренду, вот такие, транспорт? Ну, все зависит от того, насколько многочисленная семья. Для 2 человек, конечно, я думаю, намного проще найти жилье, и также это зависит от сезонности. В сезон, естественно, здесь цены минимум в 2 раза вырастают. Мы приехали в начале сезона, мы сняли большой дом всей семьей. Спасибо нашей хозяйке, владелице, она, кстати, тоже русскоговорящая. Она нас пустила всех жить, 10 человек нас. Мы живем, мы снимали за $600. Это очень приятная цена для Мар-дель-Платы, а так вообще цены на дома для такого количества, они, наверное, будут от $1000. Вне сезон можно найти в 2 раза дешевле. Ну, если вас 2, и смотря какие вас устроят условия, опять же, приближенность к центру, мы живем не в центре, но зато близко к океану. Тут уже нужно выбирать, что у вас в приоритете, ближе к океану, ближе к центру или еще к каким-то культурным объектам, отталкиваться от этого. Да, я Гоша. Так, а если вернуться к расходам, какие еще, как бы, каким расходам нужно готовиться и сколько, ну, там, плюс-минус, там, какие-то вот эти вот пороги? Еще у нас был такой значительный расход, это на переводчика. Конечно, если вы не боитесь этого языкового барьера, не боитесь трудностей, то можно попробовать и без переводчика, но мы все-таки решили придержаться оказания услуг переводчика, так как мы сюда приехали, не знали мест, не знали, куда идти, тут нужно брать тур на это, талончик. Она записала нас, у нас в услуги переводчика входит полное сопровождение до родов и потом оформление ДНИ для нас и для ребенка. То есть она брала все талоны, она отвозила везде, не приходилось общаться, не приходилось ездить. Она на своей машине везде возила, то есть, ну, расходы на дорогу. И переводчик у нас стоил $700. Ну, так как нас 2, нам сделали скидку. Ну, вообще где-то ориентировочно такие цены на переводчика. Если брать почасово, то многие говорят, что это невыгодно, так как здесь нет у аргентинских врачей пунктуальности. У нас однажды было тур на 7 утра, а врач пришла только к 10, потому что, ну, ей нужно было подготовиться к работе, попить кофе, отдохнуть, провести это утро на лайте, а не кого-то принимать, поэтому, да, то есть если вы пойдете с переводчиком, она, соответственно, берет за это время деньги, и, ну, одни знакомые сказали, что мне дешевле выучить испанский, чем обошелся переводчик, ну, сходить один визит. Конечно, когда все включено, это гораздо удобнее. Ну и когда роды начинаются в любой момент, тоже как бы переводчик должен быть к этому готов, что в любое время, вот мы в 4 утра поехали в роддом, мы ей позвонили, говорим, все, пора собираться, и, как бы, и она весь день с нами была на родах, и только к вечеру освободилась. Что еще по расходам добавишь? По питанию, например, сколько сейчас вот с учетом увеличения цен? Ой, по питанию, ну вот мы как бы 2 раза в неделю ездим в фрутерия. Фрутерия это, ну, где овощи, фрукты. Вот ориентировочно где-то 12-15 тысяч мы тратим. Вот в последний раз ездили, немножко цены подняли, 20 тысяч. Ну, то есть это вот разовые у нас... Песо. Да, 20 тысяч песо, да, ну, 2000 рублей, грубо говоря, там. Вот, и получается это вот, ну, только овощи, да, плюс мясо там или еще какие-то вещи. Мясо сейчас тоже подорожало. Вот, но мы его редко берем, мы берем тоже там есть свои как бы моменты, там где-то печенку, где-то фаршем берем. Вот, то есть тут тоже как бы в зависимости от финансов. Вот. По поводу перелета, наверное, еще сказать, то что, да, затратная часть идет большая, самая такая, скажем, почему? Потому что здесь нужно обязательно и обратный путь билет покупать. То есть мы летим сюда, и, соответственно, нам нужно и обратный билет показать на таможне. Это в любом случае. То есть и еще на таможне нужно показать, где мы останавливаемся. То есть это бронь какая-то нужна. Вот, чтобы не было лишних вопросов, это должно уже быть. То есть у нас это было, и в принципе вопросов не было. Вот, так как вот еще совет, если кто из России полетит, то лететь лучше из Казани. Почему? Потому что, во-первых, 2 чемодана проходит, вот, и билет дешевле. Вот, соответственно,
этом есть выгода. Мы сами из Сочи мы переезжали в Казань, а из Казани уже летели сюда. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите ваши впечатления о жизни в Мар-дель-Плата. Мне очень нравится этот город. Мне нравится вся природа здесь, океан, люди, птицы. Я вообще люблю наслаждаться всей этой красотой, поэтому для меня это вообще такое место, похоже на райское место. Мне здесь очень нравится и воздух, и вот эти вот огромные деревья, эвкалипты, шум прибоя ночью, когда засыпаешь. Тихо в городе становится, у нас слышно, как шумит прибой, поэтому я в восторге от этого города, от Мар-дель-Плата. И мне нравятся люди, которые живут в этом городе. У меня такое небольшое наблюдение есть, что люди в курортных городах, они немножко другие, может быть, не такие озадаченные, может быть, не такие серьезные. По крайней мере, мы здесь прожили лето, может быть, я встречала больше людей отдыхающих. Но мне очень нравятся эти люди, которые всегда на позитиве, они всегда в расслабленном состоянии, они никуда не торопятся, они идут отдыхают, сидят в парке на стульчиках на берегу океана, ездят в автобусах с этими же стульчиками, с холодильниками. Поэтому мне здесь все очень нравится. Вы здесь работаете? Да. Расскажите, пожалуйста, чуть-чуть. У меня педагогическое образование, я много лет проработала в детском саду, в коррекционной школе. И когда мы сюда ехали, я не представляла, чем я буду заниматься, потому что испанского языка я не знаю. Естественно, как я буду работать, потому что основная моя профессия – это говорить. Но когда мы сюда приехали, я детей попросила, дайте объявление в чат, может быть, будет востребованы услуги педагога, няни, может быть, что-то такое. Может быть, это кому-нибудь здесь нужно. И какое было мое удивление, когда только вышло объявление, наверное, в течение часа человек 10 мне написали, мамочек, что они нуждаются в нянях. Оказалась очень востребованная услуга здесь, это няня. Потом, конечно, стало понятно, что люди приезжают сюда, рожают детей, работают удаленно чаще всего, и им нужна помощница, потому что справиться с детьми сложно. И очень многие наши соотечественники хотят, чтобы няня была русскоговорящая, чтобы дети не забыли русского языка, чтобы изначально постановка речи была правильная, и приглашают поэтому профессиональную няню. И когда беседуют, чаще всего спрашивают, есть ли у вас образование, есть ли у вас опыт, как вы, а что вы можете дать нашим детям. Не просто так посидеть там, присмотреть, а хотят все-таки получить качественную услугу няни и педагога. Поэтому обращаются. Всем, конечно, ответить не удалось. Я ответила, что я могу пойти только в одну семью, максимум в две. Так и получилось. Я с утра работаю в одной семье с одним ребенком, после обеда в другой семье с другим ребенком. Детки в основном до года обращаются так. Потому что потом, я так понимаю, их можно отдать в детский сад, и мамы разгружаются. А до года такой возраст самый интересный. Поэтому все интересное достается мне. А комфортно жить в Аргентине, не говоря на испанском языке? Я бы сказала, не очень. Я прихожу на площадку с ребенком гулять, и хочется пообщаться с другими детьми, чтобы помочь ребенку, выстроить коммуникацию. А дети все говорят на испанском. Я не говорю, и, естественно, ребенку подсказать и помочь не могу. Хотелось бы, знать язык, чтобы общаться и понимать тех детей, которые подходят. Даже одна девочка, она гуляет каждый день с другой няней, с аргентинской девочкой. И она подходит, пытается мне что-то сказать, а я говорю, я тебя не понимаю. И она потом, почему ты не говоришь на костыжано? Ей так хотелось с нами поиграть, но, к сожалению, есть такие трудности. Они не пытаются заговорить? Пытаются, но они понимают, что я не могу поддержать беседу. Может быть, они хотели бы, и мне бы хотелось поговорить с нянями, с аргентинскими. Особенно мне, конечно, интересна система образования в Аргентине, потому что я так изучала только по учебникам, а хотелось бы на практике.
вот в сравнении и вообще плюсы-минусы этой системы, и побеседовать с учителями, с нянями, ну, не получается пока. Но я надеюсь, что мы в процессе, когда-нибудь мы выучим язык и будем понимать. Вы живете в частном доме, многие переживают за отключение электричества, отключение других коммуникаций, перебои, может быть, напор воды. С какими-то сталкиваетесь особенностями? Ну, особенности, конечно, есть, но перебоев как таковых нету. Иногда отключали электричество, но это очень редко. Ну, и, насколько я слышал, в Буэнос-Айресе это почаще, когда перегрузки по жаре происходят. У всех все вырубается, и холодильники, и кондеры. Это сложность, и сидят продолжительное время люди. И многие, кто жил в Буэнос-Айресе, они переехали в Мар-дель-Плата, говорят, что здесь в этом плане гораздо проще и лучше. Есть небольшая проблема с отоплением. Отопление все равно нужно, потому что стенки домов не толстые, так скажем. Вот. А отопление в основном делают газовое, такие колонки газовые в стенку монтируют, и циркуляция происходит нагреваемого воздуха через эти колонки. Ну и там где-то что-то, может быть, немножко подтравливает, может быть, еще что-то. Ну, во-первых, воздух сушится, и получается, что тяжеловато находиться. Надо, с одной стороны, все закрыть, чтобы тепло было, а с другой стороны, надо все открыть, чтобы дышать было чем. Вот это вот некоторое неудобство. Конечно, если искать жилье, то приоритет лучше или теплым полам, или с обычными батареями. Ну, это есть, конечно, здесь, но это довольно-таки редко. В основном вот эти газовые колонки. Чтобы имели в виду, кто будет искать, что лучше теплые полы или батареи обычные. Вот. По воде нас предупреждали, что летом там разбор воды, много не стирайтесь, там много посуды. Ну, у нас семья большая, 10 человек, мы стираемся, моемся, там как бы конвейером все идет. Но, слава богу, почему-то воды хватает. Никогда не заканчивалось. Хотя здесь такая система, что воду сначала накапливают в баке на крыше, а потом с этого бака уже подается на расход. Это возможно для того, чтобы, если где-то отключают, чтобы был запас воды какой-то определенный. У нас, слава богу, не заканчивалось. Ну, есть особенности по канализации, что она тут в основном ее всю замуровывает. И если что-то забьется и сломается, это большая проблема отремонтировать. Вот я как немножко специалист, понимаю, что это не так просто, это все надо расковыривать. Вот в этом небольшая проблема. Но, опять же, можно найти и другие варианты, потому что кто-то делает так, кто-то так, но в основном, да. Как в городе с работой? Многие беспокоятся, как вот мы приедем в чужую страну, чем мы будем заниматься, где найти работу. Какие-то советы? Ну, с работой нормально, ее никто особо не предлагает. Вот. Да, дал Бог через знакомых устроиться в интербригаду на стройку. Со стройкой попроще, с другими работами посложнее. Языковой барьер, опять же, работать со всеми, это значит язык знать, все нюансы. Может быть, что-то непосредственно про формат жизни в Мар-дель-Плата? То есть, почему выбрали именно этот город, а не Буэнос-Айрес? Как вам здесь не скучно ли? То есть, общаетесь ли вы, может быть, с русскоязычным сообществом? Да, конечно. Ну, почему мы сюда поехали? Потому что, у нас папа в этом плане, он как бы в этом направлении изучал все. Разбирается, в какую часть океана да. приплывает мусор. Ну и так, если... Где более чисто, свежий воздух. А если так посмотреть, то, на самом деле, Буэнос-Айрес, во-первых, это очень большое скопление людей, то есть, и плюс нет океана. То есть, приехать в Аргентину и не посмотреть на океан, А у нас семья так большая, для нас это тяжело, наверное, будет из Буэнос-Айреса приехать сюда, потом уехать обратно, это проблема целая. Вот, и, соответственно, возможно, на этой ноте тоже еще, что мы приехали в Мар-дель-Плату. То есть это свежий воздух, рыбалка, мне очень нравится. Так что как-то вот так. Да, и еще хочу рассказать про автомобиль. Когда мы приехали, получается, я сразу начал поиском автомобиля.
Вот. И вот так Бог усмотрел, что в Facebook я нашел эту машину, я вот на нее каждый вечер смотрел, я думаю, вот как она мне нравится. Ну, на самом деле я просто искал. Изначально я как бы, знаете, отталкивался от того, что в России нужно гнаться за годом, да, то есть там какой-то 17-й, 18-й, ну, у меня была Шкода Rapid, вот, в России, и ценовая политика ее там, ну, 700-800 тысяч. И когда мы приехали сюда, я начал искать тоже автомобили того же года, вот, но они здесь стоят, допустим, Surran Volkswagen, я смотрел, он стоит здесь $9000, и это был 16-й год, но я так скажу, что машины здесь уставшие очень. В каком плане? В том, что аргентинцы, они как бы, ну, не заморачиваются, они как бы не чистюли, так скажем, и редко ты встретишь чистую машину, и чтобы внутри не пахло и выглядело хорошо. Вот, соответственно, смысл переплачивать, и пришло такое на ум, что нужно просто старее год брать. Почему? Потому что здесь машины, во-первых, они не гнилые, то есть это в преимущество. Вот, соответственно, я взял машину Volkswagen Charan 2008 год за $5000. В принципе, нас все устраивает, и еще так получилось, что она еще и семиместная. Вот. И, соответственно, какие-то моменты, да, даже интересно самому переделать. То есть меньше электроники в машине, ну, то есть я так сам скажу, своими руками работаю, мне интересно где-то. Я уже какие-то моменты там переклеил, дверные кассеты, там еще что-то. Ну, то есть интересно с одной стороны. Ну, как-то вот так вот. Я посоветую, ну, как бы не гнаться за годом, а можно посмотреть что-то постарее, потому что в любую машину нужно вкладывать. А в целом, вот по отношению местных к вам, вот вы приходите куда-то в магазин, например, что-то покупать, или, может быть, где-то по, ну, вот по образованию, когда устраиваете детей, или медицинские учреждения, как они реагируют, то есть вот само отношение, то есть они помогают? Ну, у меня был опыт в медицинском учреждении, я в роддоме с дочерью сутки была, хотя не разрешается, да, но меня никто не выгонял, очень доброжелательно ко мне относились. И если мы что-то не понимали, потому что дочери было тяжело после наркоза, мне приходилось что-то, и если я не понимала и делала что-то не так, они подходили, терпеливо объясняли, точно так же и на площадке, если что-то им хочется объяснить, там позаботиться, они понимают, что мы не понимаем, спрашиваем, откуда мы, и пытаются как-то объяснить, чтобы мы их поняли, как-то выстроить коммуникацию. В общем-то, вот что отличает, да, народ доброжелательный, и никто никуда не торопится, поэтому можно поговорить. Есть что-то, почему вы скучаете в России? Я скучаю по канцтоварам, потому что мне для моего творчества, для занятий с детьми хотелось бы побольше бумаги, клея, всяких цветных карандашей, красок. Здесь все для меня это очень дорого, кажется, поэтому возможности ограничены. Как бы в России я покупала сколько хотела, и мы с детьми резали, клеили, могли лепить все что угодно, конструировать из бумаги. Вот здесь с этим посложнее, с канцтоварами. А больше я ни за чем не скучаю. Я заметила, что вот у вас 10 человек, да? Да. Ну вот, кто-то говорит, что цены очень дорогие, кто-то говорит, что наоборот очень доступно и вполне не нужно ничего везти из России. Вот на ваш взгляд, если по каким-то категориям, может быть, так как, ну, вы как наверняка человек, который отвечает за семейный бюджет в том числе. Частично. Да, можете какую-то вот общую картину дать. Вот какие вещи дороже, какие дешевле, какие вот, ну, по сравнению с Россией. Есть какое-то вот ваше видение? Ну, у меня понимание, что вещи дороже, и вот канцтовары. Техника тоже, но технику все равно не привезешь, ее придется покупать на месте. А по продуктам, я так понимаю, что да, где-то плюс-минус, что-то дороже, что-то дешевле. В принципе, труд людей должен оцениваться высоко, поэтому продукты дешево не могут стоить. А вот одежда, на мой взгляд, ну, необоснованно завышены цены. Но опять же канцтовары. Может быть, у них здесь не производится бумага в таком количестве, не ввозится, поэтому цены такие высокие. Но если бы я поехала в Россию, я бы полчемодана, наверное, тетрадок и бумаги привезла.
с карандашами и с красками. Потому что у меня там был целый чемодан всего этого. Я отдала в школу ребятам рисовать, заниматься. Сюда не привезла ничего. Думала, да я здесь все куплю. Ну вот это вот, да. Чем я занимаюсь, чем я пользуюсь и что я могу проанализировать. Что еще хотите рассказать? Такое вот, не знаю, то, чем обычно делитесь, может быть, когда вам кто-нибудь звонит, там, из подружек. Ой, когда мне звонят, я всех зову сюда. Потому что такой восторг у меня от того, что все время все цветет. Ну, мы, конечно, здесь не жили зиму, но я так понимаю, когда мы приехали, цвели одни растения, потом стали зацветать другие, третьи. Вот эта вот красота и аромат, который наполняет воздух, я всех только сюда зову и говорю, приезжайте, нужно обязательно побывать в Аргентине, нужно обязательно подышать этой свободой. Вот. Итак, будут ли вам близки критерии, которые я привела в этом видео, зависит от лично вашей жизненной ситуации, целей и имеющегося опыта. Я стараюсь объективно формировать контент для своих видео и рассматривать разные аспекты, знакомить вас с разными семьями и с разными специалистами, освещать те вопросы, которые чаще всего задают мне лично подписчики в комментариях под видео или в мессенджерах. Совершенно точно, Аргентина подойдет для жизни не всем. И я также запишу видео с теми, кто уезжает из Аргентины, чтобы выяснить их мотивы. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски.